Друзья, привет всем, кто изучает русский язык. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам рассказ о жизни знаменитой англо-американской актрисы Элизабет Тейлор. Как всегда напоминаю, что у вас есть возможность включить перевод рассказа на английский и многие другие языки в субтитрах YouTube. Итак, поехали. Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне в семье владельца картинной галереи Фрэнсиса Тейлора и бывшей актрисы Сары Вамбрат. Накануне Второй мировой войны семья перебралась в Америку и поселилась в Беверли-Хиллз. В галерее отца бывали многие знаменитости, и один из них посоветовал родителям показать очаровательную девочку в Голливуде. Мать Элизабет оставила сцену сразу после замужества, но, как это часто бывает у несостоявшихся и честолюбивых актрис, она мечтала, чтобы дочь воплотила в жизнь то, что не удалось ей. Сара не пропускала с дочерью ни одного кастинга, и старания не пропали даром. Девочку пригласили сниматься в фильме «Лесси возвращается домой». Она идеально подошла на роль маленькой англичанки. Оценив успех фильма, кинокомпания Метро-Голдвин-Майер предложила 12-летней актрисе долгосрочный контракт. В середине 40-х были очень популярны фильмы с участием детей и домашних животных. «Детки и собачки» – это так мило. Чтобы прелестные крошки всегда были под рукой, создатель Метро-Голдвин-Майер Луис Майер открыл на студии площадку молодняка, на которой растили будущих звезд. Их учили петь, танцевать, держаться перед камерой и вживаться в роль. Так выросли на студиях Джуди Гарланд и Дина Дурбин. Повзрослев, они ушли с экрана. Дина Дурбин в долгую счастливую жизнь жены и матери, а Джуди Гарланд в наркотики и алкоголизм. Но Элизабет осталась в Голливуде навсегда. Из очаровательной малышки она превратилась в прелестную, рано повзрослевшую юную девушку. А успех и слава не заставили себя ждать. Зрители заметили ее в первом же взрослом фильме «Место под солнцем». Она говорила журналистам: «Я не помню, когда я не была знаменитой». В жизни этой юной женщины в дальнейшем всего будет в избытке. Фантастических гонораров, звездных ролей, любви, браков, драгоценностей и трагических потерь. Ее рано расцветшая, невероятная, горячая красота сшибала с ног. Руки Элизабет добивались многие, и, пройдя через 2 неудачных брака, родив 2 детей, она завоевала сердце
52-летнего Майка Тодда. Он, выбравшийся с самых низов и добившийся всего своим талантом, умом и энергией, был обаятелен, щедр и тратил деньги без счета. Майк безоглядно полюбил Элизабет. Он обожал жену и закатывал в ее честь банкеты, на которые выписывал слонов из Индии и Африки, покупал яхты и бриллианты, спортивные автомобили, усадьбы и особняки. Каждую субботу он отмечал день первой встречи с ней. «Мы жили с такой интенсивностью, — вспоминала Тейлор, — что многим любящим парам хватило бы на целую жизнь». Майк жил, наслаждаясь каждым мгновением, и заставил Лиз поверить в свой талант и удачу. Судьба подарила им дочь. Ее назвали в честь матери – Элизабет. Майк купил личный самолет и назвал его в честь жены и дочери – «Удачливая Лиз». Самолет разбился 28 марта 1958 года, погребя под обломками Майка и 414 дней немыслимого счастья. Элизабет слегла, ее пичкали лекарствами, чтобы она не покончила с собой. Но уже через 2 недели после смерти мужа, связанная контрактом, она возвращается на съемочную площадку, где снимался фильм «Кошка на раскаленной крыше» по пьесе Теннесси Уильямса. «Кошка» побила все рекорды кассовых сборов и вошла в 10 самых знаменитых картин Голливуда. В способности Тейлор к выживанию есть что-то героическое. Ее воля к жизни делает ее непобедимой. Она не раз будет преодолевать физическую и душевную боль, сражаться за то, что ей дорого, и всегда выходить победительницей. После фантастического успеха «Кошки» Тейлор предложили сняться в фильме «Баттерфилд 8» в роли высокооплачиваемой девушки по вызову. Ей не понравился сценарий, не нравился режиссер и исполнитель главной роли. Но контракт не позволял ей отказаться, и Элизабет показала, на что она способна. Элизабет всегда ненавидела этот фильм, но получила за него свой первый Оскар. После успеха «Кошки» и «Баттерфилд 8» Элизабет Тейлор стала одной из самых кассовых актрис того времени. Она была на пике молодости, красоты и успеха, и впереди ее ждал судьбоносный фильм «Клеопатра». Актрисе не хотелось сниматься в нем. Желая отделаться от студийных боссов, она запросила невиданный в ту пору гонорар в $1 миллион. И руководство студии согласилось. Режиссером сначала планировали пригласить Альфреда Хичкока. На это предложение Хичкок, наслышанный о непростом характере Элизабет, ответил, что он, конечно же, любит снимать фильмы ужасов
но не в такой концентрации. Чутье великого Хичкока не подвело. Режиссером пригласили Джозефа Манкевича. В октябре 1961 года в окрестностях Лондона построили декорации солнечного Египта. Начались съемки, но было очень холодно. Знаменитый английский дождь лил не переставая. И во время съемок у актеров шел пар изо рта. Тейлор простудилась, и съемки было решено перенести в окрестности Рима. Манкевич, привыкший к голливудскому рациональному порядку на студии, где все знали, что им делать и за что они получают деньги, впервые столкнулся с итальянской ленью и неразберихой. Все опаздывали, реквизит разворовывался. Вскоре забастовала итальянская массовка. Стояла дикая жара, и тысячи статистов каждый день выпивали море воды. В итоге только счет за воду составил $80 тысяч. А тут еще новая напасть. Антоний и Клеопатра, Тейлор и Ричард Бартон, переживающие любовную лихорадку на экране, на глазах у всех начали роман. Разыгрался оглушительный скандал, ведь оба состояли в законных браках. А что Лиз? На все вопросы журналистов она спокойно отвечала: трудно не влюбиться в человека, с которым ты, пусть и по работе, целуешься 40 раз на дню. Через 8 месяцев после окончания съемок «Клеопатры» Элизабет Тейлор вышла замуж за Ричарда Бартона. И их тандем станет самым продуктивным, талантливым и самым высокооплачиваемым актерским дуэтом в Голливуде. Это был не просто союз двух сильных, независимых и талантливых людей, соперников, не желающих уступать друг другу ни в чем. В драме Майка Николса «Кто боится Вирджинии Вульф» они сыграют супругов, а вернее самих себя, любящих и одновременно ненавидящих друг друга. Роли в этом фильме станут вершинами их актерской карьеры и классикой мирового кинематографа. Элизабет Тейлор получит второго Оскара, а Ричард Бартон – ничего. Может быть, из-за этого их брак, просуществовавший 8 лет, не выдержал и затрещал по швам. Они разошлись, и каждый начал строить свою жизнь по-своему. Но они навсегда сохранили глубокое чувство друг к другу. Эти двое, сумевшие жить вместе и не ставшие счастливыми друг без друга. Элизабет Тейлор перестала активно сниматься в середине 80-х. Она целиком посвятила себя благотворительности, создав фонд по борьбе со СПИДом, на который пожертвовала $120 миллионов. Она умерла совсем недавно,
в возрасте 79 лет 23 марта 2011 года. Друзья, если вам понравился наш сегодняшний рассказ, не забудьте поставить лайк этому выпуску. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!